Всем приятного. Приятного. У нас тут есть топор, у которого топорище уже отваливается, плохо держится. И сам он уже выглядит очень плохо. И решил я сделать топорище для него. Вот такая заготовка есть. Сейчас буду делать. Сколько там? 211. 250 будем делать. Многие, наверное, уже стали думать, что мы зациклились на беседке, но она реально крутая получается, и хочется сделать ее еще круче. Запланировали, что будем делать перила. Друзья, как раз вот в этот угол хотим устанавливать печку. Печку хотим делать необычную. Пока что варианты печек смотрим в интернете. Можете тоже накидывать ссылки в комментарии. Может, какие-то у вас будут интересные варианты. Какая-нибудь небольшая печка нужна. Мы прикидывали примерно с половины беседки. Смотрела, чтобы в ту сторону, и труба будет выходить туда. Тент мы со временем обязательно заменим, конечно же. Вообще классно. Ну что, сейчас точу ее до нужного размера. Сделаю разметку. Доводить до нужного состояния, чтобы хват был удобный. Вот, друзья, у нас новость. Паучок пропал. Больше не плетет паутину. Осталась только тут старая. И мы предположили с ребятами, что его птица съела. Когда мы пришли в избу, вот тут вот, она, наверное, до сих пор, вот след птичьей какахи. И мы почему-то думаем, что она тут сидела, за ним наблюдала и в один прекрасный момент просто его слопала. Но у нас уже второй паучок подрастает. Он тоже уже неплохо вырос. Вот он. Он чуть-чуть повыше, но ему, видимо, там нравится. Такой вот топорище нарисовал. Сейчас буду пилить, равнять, подгонять до этих линий. Картошечка свежая, своего огорода. Недавно выкопал. Перед тем, как установить столбы на беседку, решили все-таки приготовить покушать. А кушать будем готовить пюрешку со стейками. Стейки покупные, а пюрешка будет на козьем молоке. И я думаю, будет вкусно.
холодное, молоко холодное. Вот стейки, которые будем сегодня готовить. И Хьюген деликатес. Вот она. Картошка сварилась. Можно доставать. В казане, конечно, это все неудобно делать, потому что он неустойчивый. Но что есть, то есть. Блин, я вот соль поздно добавил, поэтому надо будет посаливать, наверное. Мы совсем забыли сливочное масло, поэтому вместо сливочного масла будем использовать яйцо одно и козье молоко. Козье молоко домашнее, у Радика бабушка держит коз, нам по чуть-чуть дает в походы. И все это еще раз толчим. Друзья, Мишаня тут прикинул, как у нас будет выглядеть беседка, и это реально круто. Вот крыша, столбы, здесь перегородочка, здесь будут тоже доски, и вот там печка. Ну, ее еле видно, но стол он сюда не нарисовал, потому что он не художник, как утверждает, но я думаю, получилось вполне неплохо нарисовать и вообще представить, как это все будет. Собственно, по этому и представлению мы беседку всю делали. Вот такой стейк. Друзья, выглядит очень аппетитно и пахнет как шашлык. Сейчас попробуем, что это за мясо, что за маринад. Я думаю, буквально пару минут с обеих сторон подержать. И им хватит. Мне кажется, если чем дольше жарить, тем оно тверже будет становиться, поэтому по 4-5 минут с каждой стороны обжарю. Я это в первый раз такие стейки жарю. Тебе что, сами столько? Угу, можно еще меньше. Ну да. Такая пирамида. Блин, пюреха, конечно, сухая получилась. Ну, нормально. Вот такой черенок пока что получается. Еще нужно точить. Точить и точить. Но сидит уже так-то удобненько. Все, форму придал. Сейчас одену топор на топорище. Посмотрим, как будет выглядеть. И еще хотелось бы поднять тему по квадрику и рассказать, откуда у нас он появился. Это у нас Джаггер 200, это не реклама, это просто небольшой рассказ. Потому что людей очень много стало новых на канале.
И они просто-напросто, не знают, откуда этот квадрик. А квадрик этот именно появился благодаря каналу. У нас его не было до этого. Это нам подарил, можно сказать, подписчик из Великобритании. Приветище вам огромное, если еще смотрите. Я думаю, смотрите. Квадрик этот на 200 кубов. Это получается 13-14 лошадиных сил. Ездим мы на нем уже второй сезон, и он вообще не подводит. Вообще никогда нигде не подводил. Везде проходил, все перевозил, все, что нам нужно было. И вообще обалденный квадрик. Ездим мы с ним вдвоем, еще и полностью груженные с Михалычем. Немножко пыльный, потому что у нас сейчас дождей нету. И пыли на дорогах стоит очень много, и пока выезжаешь, хватаешь вот такие вот прям комки. Вот здесь вот вообще ужас. Надо приедем, надо будет его помыть хорошенько. А для тех, кто знает уже этот квадрик, то с квадриком все хорошо. Ничего с ним не случилось за 2 года. Он как ездил, так и ездит и будет ездить 100%, друзья. Кто пропустил, друзья, можете посмотреть нашу историю канала. Она вся есть у нас на канале. И как бы это будет интересно. Ух ты, нифига, смотрите, какие 2 этих летят. 2 следа от самолета. Да. Красота вообще, красота. Топорище готово. Сделал сейчас клин. Пропилюсь здесь вдоль. И буду уже насаживать топор. Еще шлифану топор наждачкой. Топор 1983 года, старше нас. Куплен был за 50 копеек. Пропилил такой паз. Сейчас буду насаживать. Чтобы вы понимали, друзья, разница в топорищах год. Это Михалыч делал где-то, наверное, в октябре. Но он это делал, вот это вот топорище, он делал при помощи ножа в избушке. Тогда было холодно. И он просто выточил ножом, получается, вот это топорище. А вот это уже более такое, скажем, профессиональное, красивое. Ну и, наверное, более удобное. И еще чуть-чуть длиннее, чем вот это вот топорище. На пару сантиметров.
туда поднимай выше. Ну-ка. Вот так вот там вот примерно. Её посадим. Сейчас этот... Да, а уровень? Уровень, давай. Вот так вот она тут будет фиксироваться на гвозди и сама по себе будет сидеть на полу у беседки. И там тоже будет паз, ну точнее уже есть паз, в который забьются гвозди, чтобы более крепкая конструкция была. Норм, да? Да, норм. Чуть пониже его так будто надо. Наверное, маленький. Ну-ка, до конца сделай. Не так. А, да, так, бля. Второй столб установили. Сейчас будем устанавливать третий. Мы пока строим. Хьюго занимается своими делами под беседкой. Малыш дрыхнет, хвостом машет. Блин, а, да как так-то? Сидит. Сделаю 170, да?
Мы тут с ребятами примерно прикинули и увлеклись. И уже сделали 2 вот таких вот поручня. И они тоже получается, полукруглые. Просто распилены надвое. И сейчас их будем прикручивать. Сначала сюда, потом туда и дальше. Более-менее. Выше чуть. Да ты чекай. Чуть выше. Вот. Что, ровно смотрится? Сейчас так на один нарез закинем. Юга.
У нас тут есть льняное масло. Сейчас обработаю топорище. Так, обработаю. Пока мы с Михалычем делали перила, Радик приготовил нам блинчики. Пожарил, вон он там в окошке стоит. Сейчас будем пить чай и кушать блинчики. Всем приятного аппетита. Волосы, блядь. Ложку не взял. Ты взял? Да, чуть-чуть дал. Вот так вот, друзья, грузим квадрик, все вещи. Здесь пакет с мусором, портфель, второй портфель, один портфель вот в этой зеленой сумке. Там еще спальник я взял, чтобы постирать. Хьюго ест траву, но это нормально. Говорят, что так себе собаки чистят желудок. Он сейчас травы наестся и будет рыгать. Вот так вот. Ну, друзья, если вам понравился ролик, конечно же, лайки заряжайте. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ну и делитесь роликом с друзьями. Вы были на канале Ипатыч Михалыч. С нами был дружище Радик. Хьюджин тоже прощается со всеми. Все, друзья, всем пока и до новых встреч. Всем пока. Всем пока.